Итак, посмотрите, какой прекрасный ужин сегодня у нас. Это жаркое с говядиной. Здесь дифференциал картошка, овощи в соусе с сыром и, самое главное, кусок мяса. Если вы хотите узнать, как я это сделал, или как мы это сделали на ужин, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас в гостях мой приятель опять, и мой приятель будет готовить жаркое, большой ужин. Идея в том, что он возьмет 2 больших куска говядины, хорошее мясо, мы его покупали у мясника, и он покажет все, как он готовит. Я скажу, это очень-очень вкусно. Я надеюсь, что это видео вам даст какую-то идею, и, может быть, вы тоже пожелаете сделать. Сегодня у нас не праздник, а просто мы решили сделать большой ужин. Итак, давайте приступим. В первую очередь он сделает маринад для нашей говядины. Туда долил масло, перец, соль, и смесь приправ на ваше усмотрение. У нас специальная смесь приправ для говядины, для стейков. Теперь берем 2 куска говядины. Вот такое у нас хорошее, красивое мясо. И теперь мы маринуем той смеси, что мы сейчас сделали. Итак, это мясо у нас сейчас промаринуется примерно полчаса, и потом это идет у нас в духовку на 200 градусов на полчаса тоже. Теперь мы взяли 1 луковицу, и тоже пойдет туда на форму с нашим мясом. Теперь на мясо мы поставим фольгой, и пускай она маринуется полчаса. И потом мы поставим в духовку на минут 35 200 градусов. Так, на гарнир следующее блюдо будет картошка дефинюар. Сейчас мой приятель почистит картошку, вымоет и покрышит форму. Итак, нашу картошку мы уже почистили. Сейчас мой приятель порежет на мелкие слайсы. Итак, мы взяли форму, и на дно формы положим масло. А картошка вымыта и уже процежена, чтобы лишнего крахмала там не было. И теперь мы сложим картошку в красивую форму.
Мы сделали один слой картошки, и теперь мы сделаем соус туда. Мы берем жирные сливки. Добавим смесь приправ польских. Добавляем перец. И все хорошо перемешаем. И заливаем этот первый слой. И продолжаем опять делать следующий слой картошки. И опять заливаем теперь. И опять следующий слой картошки. Но не забываем добавить немножко масла. Итак, всю картошку мы уже сложили. Заливаем еще оставшимся соусом, что мы сделали со сливками. И мы это будем выпекать при 200 градусов 60 минут. 200 градусов 1 час. Еще сверху доливаем немножко больше сливок, чтобы для влаги. Вот так должно получиться. И мы накроем фольгою опять, чтобы сразу же она не стала подгорать. А потом уже перед тем, как вытаскивать с духовки, мы тогда фольгу снимем. Мой совет, когда вы поставите картошка и мясо жарится с этой же температурой 200 градусов, так что в первую очередь поставьте картошку в духовку, поставьте время 60 минут, и когда уже останется 35 минут, поставьте тогда мясо, потому что мясо только должно быть в духовке 35 минут. Замороженные овощи, здесь и морковка, и брокколи, и горох. Сейчас это мы разморозим, и мы сделаем эти овощи мы сделаем в сырном соусе. Итак, сейчас сделаем соус для наших овощей. В первую очередь мы на сковородку поставили масло. Масло растает. В это же время мы делаем бульон с курицы. Взяли 1 кубик и растворим в воде. Масло наше растопляется, а в то же время мы растворяем наш куриный бульон в кипятке. Туда мы посыпали немножко муки. Все это мы делаем на глаз. Но составляющие ингредиенты будут подписаны под видео, как всегда. Итак, масло с мукой хорошо поджарились. И теперь мы туда зальем наш бульон куриный. Заливаем наш куриный бульон. Маленькими порциями. Теперь мы нальем немножко молока. Итак, потихоньку мы заливаем молоко туда, и получится однородная масса, такой соус. И когда уже будет однородная масса, такая как соус, тогда мы туда добавим наши замороженные овощи. Теперь мы туда добавим сыр Филадельфия. Теперь мы добавляем туда все наши овощи. И пускай потихонечку варится и томится. Конечно, вначале же мы как следует перемешаем с нашим соусом. А тем временем мы сейчас поставили в духовку наше мясо. Наша картошка была в духовке уже 25 минут. Вот сейчас на 35 минут осталось. Мы поставили
наше мясо. Так что через полчаса примерно наш ужин будет готов. Ну, конечно. Итак, наши овощи готовые в соусе. Сейчас мы переложим в форму, и они пойдут в духовку на полчаса при 200 градусов. А сверху мы еще посыпем сыром. И, конечно же, мы накроем фольгой, чтобы не подгорало. Потому что идет на полчаса 200 градусов. Итак, посмотри, какая прелесть у нас сегодня получилась. Какое жаркое. Какое классное мясо. Аппетитно. Овощи с сыром. А также дефиньор картошка. Какая прелесть. Итак, ужин у нас готовый. Жаркое с говядины. Запах прекрасный. Куски мяса хорошие. Наши овощи в сырном соусе. А также диффиндя картошка. Запах очень прекрасный. Это как в ресторане. Я надеюсь, что это видео вам сегодня даст какую-то идею. Может быть, тоже вы захотите это сделать. А если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Я очень буду признателен, если вы подпишетесь тоже. А на этой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Пожелать вам самого-самого крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. И до новых встреч. А самое главное, всем мирного неба. Пока-пока.